Добрый день! Сегодня мы едем в город не особо очевидный с точки зрения туризма. Это небольшой городок в Владимирской области, который называется Киржач. Знаю, что там есть монастырь, основанный еще Сергием Радонежским, самый длинный в России пешеходный мост и горка, которую почему-то назвали Вшивой. В общем, едем, смотрим. Ну, здравствуй, Киржач. Встречает, как водится, Владимир Ильич. Вероятно, наиболее значимая точка притяжения гостей города – это Благовещенский монастырь, основанный в 1358 году Сергием Радонежским. Он здесь прожил, по разным источникам, то ли 3, то ли 4 года. Монастырь, изначально существовавший как мужской, находился в ведении Троицы Сергиевой Лавры. В XVI веке на месте деревянной Благовещенской церкви был построен каменный храм. Церковь Спаса, соединенная галереей на арках в единый ансамбль с собором, была построена в 1656 году на средства боярина Ивана Андреевича Милославского. Церковь стала усыпальницей рода бояр Милославских. Этот знатный боярский и дворянский род находился в тесном родстве с родом Романовых. В 1648 году одна из Милославских, Мария, стала женой царя Алексея Михайловича. В 1764 году монастырь был упразднен и обращен в Благовещенский приход. По манифесту Екатерины II о секуляризации церковных владений монастырское имущество было передано в Троице-Сергиеву Лавру. Братья была переведена частью туда же, частью в другие монастыри. В середине XIX века росписью приходских храмов занимался основатель шелковой промышленности в городе Киржаче Александр Петрович Соловьев. В 60-х годах XIX века его сыновья Петр и Александр построили храм всех святых с высокой колокольней. В годы войны Благовещенский собор использовался под склад боеприпасов. В его помещениях в разное время располагались то колбасный цех, то керосиновая лавка. В церкви всех святых размещался городской хлебозавод. Деятельность Свято-Благовещенского монастыря, уже как женского, была возобновлена в 1995 году. Так, спустимся к святому источнику. Такая часовенка около источника. Вообще монастырь и был тем центром, вокруг которого образовалось поселение. Сейчас его бы назвали градообразующим предприятием, в кавычках, конечно. Старый Киржач можно увидеть на стендах на здании в самом центре города, на главной площади. Первое упоминание Киржача относится к концу 20-х, началу 30-х годов XIV века. И по одной из версий, это была слобода при Благовещенском монастыре. В 1778 году Киржач и Селиванова гора, располагавшиеся на противоположном берегу реки, были объединены в город Киржач. Местные жители занимались шелкоткачеством и столярно-плотничным делом. Была открыта фабрика медных и бронзовых изделий. В 1913 году в городе Киржаче и Киржачском районе вырабатывалось около 7 миллионов шелковых тканей, 1/5 часть от общего производства в России. Помимо монастыря, в Киржаче из церковных строений выделяются две церкви, и обе никольские. Одна находится в северо-восточной части города, в так называемом Заболотье. Построена в 1846 году и сохранившая внутреннее убранство XIX века. 1846 год. Год возведения Свято-Никольского храма.
Другая Никольская церковь находится на противоположном конце города, в западной части, на Селивановой горе. Построена в 1764 году на средства московского купца Тита Петрова и прихожан. В 1860-х годах возведена четырехъярусная колокольня. В советское время храм был практически полностью разрушен. Здесь разместилась машино-тракторная станция, а затем автотранспортное предприятие. Чтобы 2 раза не вставать, в данном случае далеко не ехать, посетим смотровую площадку на Селивановой горе. С нее открывается просторная пойма реки Большой Киржач, которая много веков именуется пустошь Зайчушка. Открыта смотровая площадка была в сентябре 2016 года. Это носик натертый, яблочко натерто. Теперь зая в Киржаче – талисман семейной верности. А теперь пройдемся по главной улице Киржача, улице Гагарина. Вот как она, тогда московская, выглядела до революции. В этом здании в 2012 году, к 200-летней годовщине Бородинского сражения, открылся музей Владимирского ополчения Отечественной войны 1812 года. Это здание бывшего постоялого двора, памятника 19 столетия. Тут установили памятную табличку в честь полководца Петра Багратиона. Есть версия, что именно в этом доме он, тяжело раненый, останавливался, следуя в деревню Симы, где вскоре скончался. А тут расположился музей наличника. Фотовыставка наличников закрыта почему-то. На большой замок с цепью. А на окне наличники. Ну, посмотрим с забора. Вот, все, группа туристов уезжает отсюда. Все осмотрено. Дом купца Мараева, построенный в середине 19 века. Семья купца имела лавку и склады и, согласно рекламному листку того времени, занималась торговлей чаем, сахаром, мучным, рыбным, масляным, бакалейным, железным товаром, оптом и в розницу. Торговые ряды входят в список объектов культурного регионального наследия Киржачского района, построенных в 1850-е годы. В Киржаче было 2 отдельно стоящих торговых ряда. Один снесли в 1950-х годах. На их месте был построен Киржачский дом культуры. В настоящее время торговые ряды продолжают сохранять свои функции. И здесь расположены магазины. А это и есть торговая площадь в современном виде. Тут же на улице Гагарина видим экспозицию, посвященную пионеру цветной фотографии Сергею Прокудину-Горскому. Он родился в 30 километрах от Киржача в селе Фуникова гора в 1863 году в семейном имении. Многие его фотографии до революции были опубликованы на почтовых открытках и в качестве иллюстраций в книгах. Всего он сделал более 4000 фотографий в разных точках мира. Часть этого наследия погибла в годы революции. Сохранившуюся коллекцию в 1948 году у сыновей фотографа приобрела библиотека Конгресса США. На основе негативов были созданы цветные изображения. Позже материалы оцифровали, систематизировали и выложили в сеть. В открытом доступе сейчас более 2500 фотографий. В Краеведческом музее Киржача действует постоянная экспозиция, посвященная Прокудину-Горскому. В 2016 году тут была правнучка фотографа, художница из Франции Анна Прокудина-Горская. Здание музея, к слову, представляет собой памятник архитектуры второй половины 19
века. Через дом от музея мощный двухэтажный сруб, жилой дом конца 19 века. Какой красавец рубленый. Похоже, назначение дома не изменилось и до сегодняшнего дня. Хотя и в любом музее деревянного зодчества он точно бы экспозицию не испортил. Вот это лучший дом, который я видел в Киржаче. Впечатляет. Рядом еще один жилой дом конца 19 века, но уже каменный. Окна, конечно, не те. Но с окнами в исторических домах у нас в любом городе беда. Среди мест, которые надо обязательно посетить в Киржаче, путеводители указывают на музей ледниковых камней. От центра пешком минут 15-20. Сначала от улицы Гагарина вниз по Некрасовской, со старой застройкой, зданием бывшей шелковой фабрики. Сейчас здесь находятся то ли офисы, то ли торговые помещения, то ли все вместе. Тут же развалины жилья для фабричных рабочих. Это кто тут улыбается? Организована пешеходная дорожка асфальтированная, рядом проезжая часть щебенки. Ну, нам явно направо. Затем идем по аллее, которая, как кажется, когда-то была проезжей дорогой или въездом в Чутобарскую усадьбу на берегу реки Киржач. Отсюда интересный вид на монастырь. Переходим по железному мостику через реку. И мы в парке. Здесь собраны гранит, базальт, диабаз, кварцит, габро. Камни сложены в столбы, гряды и спиральные лабиринты. Ну да, не все же по деревьям лазить. Можно для разнообразия и по камням. Музей ледниковых камней тут создан не просто так. Как считают геологи, Селиванова гора и Круча, на которой стоит Благовещенский монастырь, это последствия движения ледника, который 80 тысяч лет назад фактически остановился в этих местах. Именно движению льда район обязан своим рельефом, составом речного песка и крупными камнями, которые разбросаны по лесам и оврагам вокруг. Здесь же озерцо в форме сердца. Понятно, почему на мостике столько замков и замочков. Сюда, видно, свадьба приезжает, потому что это прудик в форме сердечка. И тут замочки. У музея ледниковых камней видим вход на Восточный мост. Мост в японском стиле. Его длина 222 метра. Рядом с ним специально посадили японский плющ, декоративный виноград и болотный кипарис. Ну не знаю, видимо только специалист поймет, что где. Перешли мы болотистую низину в черте города по этому мостику. И сейчас направимся к другому. Типографский мост, оказывается, сейчас закрыт. Еще одно место, которое советуют посетить в Киржаче, это Типографский мост. Посетить это хорошо, но похоже, что не в этот раз. Новые опоры, новый настил, все новое. Построен мост в 2016 году, а в 2025, как мы видим, целиком реконструируется. За свою длину 555 метров этот деревянный мост попал в Книгу рекордов России. Казалось, что часть ремонтируют, а часть открыта. Переправа, кстати, не декоративная. Мост через реку Киржач и болото соединяет два микрорайона города. Горожане активно им пользуются. Иначе пилить в обход будь здоров сколько. На мосту есть освещение, лавочки для отдыха. Строительство моста профинансировано киржачской типографией и было приурочено к ее 85-летию. Говорят, что мост и был построен для того, чтобы работникам типографии удобно было добираться до своего предприятия. Поэтому и название моста Типографский. Но он быстро стал местной достопримечательностью. А сейчас едем на самый север города, на так называемую Вшивую горку. Ну вот мы и прибыли на Вшивую горку. Вшивая горка появилась в 1812 году в годы наполеоновского нашествия. Владимирское народное ополчение охраняло Владимирские дороги и не должно было позволить французским снабженцам обеспечивать армию Наполеона продовольствием, а лошадей фуражом. Зимой 1813 года, после бегства Наполеона из Москвы, владимирцы 2 месяца выполняли в Москве комендантские функции. Вылавливали мародеров и разбойников, а затем были отправлены по домам. Многие болели тифом, холерой, педикулезом и не заходили в населенные пункты, чтобы не заразить местных жителей. Один из отрядов разбил карантинный лагерь на высоком берегу реки Киржач, в 1,5 верстах от города. Отсюда и пошло название Вшивая горка. Сейчас Вшивая горка – городской парк отдыха. Кто бы знал, что это такое? Я точно не знаю. Если знаете, напишите в комментариях.
Осенью 1941 года Киржачский район стал прифронтовым, а город – одним из опорных пунктов круговой обороны Москвы. На дорогах вокруг Киржача было обустроено 150 оборонительных объектов, следы которых остались в том числе и на Вшивой горке. Мощнецкий стульчик. На него и не залезешь. А это какие-то, ух ты, деревянные скульптуры. Городок деревянных скульптур. Что ж, пора и честь знать. Неожиданно, но городок понравился. Тем, что не сидят сложа руки, а делают из него точку притяжения туристов. Из Киржача едем на юг, по дороге на Покров. На этой дороге находится трагическое место. Тут в 1968 году трагически погиб Юрий Гагарин. Вместе со своим напарником разбился во время тренировочного полета на учебном истребителе Спарки МиГ-15УТ. От Киржача примерно через 20 километров сразу за деревней Новоселово надо свернуть направо. А вот и последнее место нашего сегодняшнего маршрута. Место гибели первого космонавта планеты Юрия Гагарина. А тут сообщение ТАСС о первом в мире полете человека в космическое пространство. На первой фотографии обломки самолета. Мемориал был открыт 17 октября 1975 года, спустя 7 лет после гибели летчика. Памятник представляет собой 16-метровую стеллу в форме крыла самолета, выполненную из красного гранита. На лицевой стороне стеллы высечены портреты Гагарина и погибшего вместе с ним летчика, командира полка Владимира Серегина. Как позже установила созданная для расследования причин катастрофы Государственная комиссия, они разбились в 10 часов 31 минуту 27 марта 1968 года в результате срыва самолета в штопор. На территории мемориала отмечены деревья, которые были сбиты при падении самолета. Неподалеку, абсолютно непонятно почему не на самом мемориале, установлен МиГ-15, точная копия самолета, на котором совершили свой последний полет Гагарин и Серегин. А тут рядом в память взмывает в воздух современный самолет. Что сказать о поездке в целом? Один день вполне можно посвятить посещению этого города. Скучно точно не будет, только вот с тем, где вкусно поесть, не подскажу. День в конце августа уже короткий, а снять хотелось побольше. Так что будете в Киржаче, вам и карты, то есть ложки в руки. А пока всем пока. До новых встреч!